Доброго времени суток. Спасибо, что подключились. С вами Артем Паршаков, и вы на канале КПД. Паровоз мудро устроен, но он этого не сознает. И какая цель была бы устроить паровоз, если бы на нем не было машиниста? Отец Митрофан Серебрянский. Сегодня мы с вами погрузимся в мир психологии и поговорим о типологии личности человека. И сначала мы с вами разберем, что такое вообще личность и что такое сознание. Глава 1. Личность, сознание. Наука давно пришла к выводу, что никакой личности, способной быть субъектом свободы, не существует. И точно так же нет никакой свободной воли. Мы не выбираем, как и какими нам быть. Мы лишь осознаем сделанный за пределами нашего сознания выбор как свой. Где именно он делается и каким образом, мы не в курсе. Личность – это зыбкая совокупность культурно и биологически обусловленных эффектов, программный и постоянно перепрограммируемый продукт. И физика здесь точно так же предшествует лирике, как при работе компьютера. В нашем мире все просто происходит, и нет никаких действующих лиц. Мы никогда не были живы. Или, во всяком случае, никогда не были живее, чем ветер, облако, волна или компьютерная программа. Мы всего лишь боты, строящие информационный коралловый риф. Сознание – это огонь святого Эльма на мачте тела. Лампа, освещающая механический и абсолютно лишенный своей воли процесс. Свободная воля – это один из множества возникающих при этом миражей. Как огонь святого Эльма может быть свободен или не свободен? От чего? Для чего? Он просто горит некоторое время на мачте, а потом исчезает. Весь план существования, где выходят журналы и действуют вооруженные силы, есть просто последовательность моментов осознания, объединенных единственно тем, что в каждый новый момент присутствует понятие о предыдущих. Хоть с безначальных времен эта последовательность непрерывна, само осознание не осознает себя никогда. И потому состояние человека в жизни плачевно. Но великий борец за освобождение человечества Сиддхартха Гаутама во многих своих работах указывал, что главной причиной плачевного состояния человека в жизни является прежде всего само представление о существовании человека, жизни и состояния плачевности, то есть дуализм, заставляющий делить на субъект и объект то, чего на самом деле никогда не было и не будет. Нет ни одного феномена, который не был бы чистым сознанием от начала и до конца. Ибо даже философская материя есть лишь наше ее осознание, помноженное на веру в то, что она может обойтись без этой услуги и так далее. Ведь бактерия, травинка, человек или дельфин все обладают сознанием, только разным. Мало того, у каждого человека есть уровни темного сознания, которые неизвестны ему самому, потому что не входят в эго-агрегат. Например, контур, управляющий сердцем и легкими. Впрочем, вокруг слова «сознание» не зря пасется столько духовных учителей, философов и прочего жилья. Эта беззащитная комбинация букв ежедневно подвергается насилию в самых извращенных формах и может означать что угодно по желанию клиента. Для начала надо заполнить анкету, тут заявление и пара психологических тестов. Темперамент, восприимчивость. Я иногда мучаю животных, да нет. Мне стыдно заниматься анонизмом. Не я их составлял, я лишь анализирую ответы. Зачем все это? Чтобы составить представление о вашей личности. Глава 2. Типы личности выделены на основе взаимосвязи между телосложением и характером человека. Психологи, психотерапевты и медики обычно руководствуются классификацией Эрнста Кречмера. Индивидуальные особенности человека являются результатом влияния телосложения на их характер. По Кречмеру есть пикник, атлетик и астеник. Некоторые выделяют и четвертый тип — диспластик. Пикники. Пикники — это люди, отличающиеся высокой степенью межличностной контактности и адаптативностью к социальной среде. Они стремятся строить отношения с окружающими так, чтобы отстаивать свои интересы и пристрастия, не входя в серьезные конфликты. Они, как правило, не преследуют цели завоевать повышенный авторитет, но в то же время достаточно легко защищают собственные позиции, не теряя лица и не испытывая сильных переживаний. Атлетики. Атлетики очень общительные и социально активные люди, которые стремятся быть в центре внимания и завоевывать доминирующие позиции среди сослуживцев. Часто отличаются ярко выраженной экспрессивностью. У них может появиться стремление как к положительным, так и к отрицательным социальным достижениям, которые нередко воспринимаются в штыки другими людьми, поскольку не всем и не всегда нравится их импульсивная
и превалирующая над чужими интересами неконтролируемая активность. Астеники. Астеники обычно малообщительные, сдержанные в сотрудничестве с другими людьми личности, осторожные в активных взаимоотношениях в группе, очень чувствительные к изменению своего статуса или социального положения. С рождения могут страдать клаустрофобией. Они, как правило, незаметно для окружающих стремятся завоевать общественное признание и никогда никому не позволяют себя принижать. Болезненно реагируют на любые такого рода попытки. Конечно же, эта классификация несовершенна. Она не в состоянии отразить все индивидуально-психологические и социальные особенности личности. Однако она должна приниматься во внимание для эффективного взаимодействия с другими людьми. Мистер Говард, вас просят... Глава 3. Социальные типы личности. В социологии типы личности рассматриваются как некие продукты, которые произошли в результате переплетения социальных, экономических, исторических, культурных условий жизни общества. Социология – наука об обществе, составляющих его системах и закономерностях его функционирования и развития, социальных институтах, отношениях, общностях и группах. Социология изучает общество, раскрывая внутренние механизмы его строения и развития его структур, структурных элементов, социальных общностей, институтов, организаций и групп, закономерности социальных действий и массового поведения людей, а также отношения между личностью и обществом. Социология предлагает следующие типы личности. Традиционалист – человек, который нацелен на порядок, закон, долг и дисциплину. Он инертен и не стремится к самореализации и самосовершенствованию. Реалист – человек стремится к самореализации. Вместе с этим он также не лишен чувства долга, умеет контролировать себя и не впадать в панику. Идеалист – это борец с выработанными веками нормами поведения. Он стремится к независимости. Гедонисты – это человек, которому совершенно наплевать на то, что творится в обществе. Для него главное – получать удовольствие от жизни. При этом его желания сводятся только к материальным удовольствиям. Фрустрированный тип. Эти люди отличаются низкой самооценкой. Они ощущают себя лишними и выброшенными из общества. Есть еще одна социальная типологизация личностей. Деятели. Это люди, обладающие различными способностями. Начиная с рыболовов и охотников, воинов и ремесленников, земледельцев и рабочих, до современных профессионалов во всех сферах жизни, общества и областях деятельности. Хотеть недостаточно, надо действовать, заключал Гёте. Для таких личностей главное в жизни активная преобразовательная деятельность, включая самого себя. Это так называемые трудоголики. Они отдаются работе. Они находят в этом высшее удовлетворение. А отдельные неудачи только обостряют жажду деятельности. Становление и развитие индустриального общества привело к культивированию именно такой личности. Активной, профессиональной, знающей себе цену, обладающей чувством собственного достоинства и осознающей меру ответственности за себя, свое окружение и принимаемые решения. Потребность общества в таких личностях была всегда достаточно острой. Столыпин, Королёв, Жуков, Косыгин, Сахаров. Интеллектуалы — это люди, которые в духе свободного научного творчества оценивают мир и происходящие в нем процессы. Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны, отмечает Эсхил. Образ человека мыслящего, воплощающего в себе ментальные черты нации, его исторический опыт и память всегда пользовался огромным авторитетом. Декарт, Вольтер, Гегель и Маркс, Фрейд и Ницше, Ломоносов и Ильин, Бердяев. Для таких личностей их суть существования в осмыслении многообразной деятельности, в осмыслении многообразной действительности мира, универсума и поиск путей его развития. Эстеты. Прежде всего это деятели искусства. Писатели, поэты, художники, зодчие, музыканты. Люди, остро чувствующие актуальное и потенциальное бытие. Поэт не должен писать великолепных од, не должен искажать действительность в угоду различным произвольным и приторным сентенциям, подчеркивал Чернышевский. Правда жизни, заключенная в разнообразных художественных и музыкальных произведениях, воспитала не одно поколение людей на Земле. А гениальное предвосхищение этих творцов иногда опережали самые смелые прогнозы.
В частности, вспомним Леонардо да Винчи, который спроектировал воздухолет или же вертолет. Герберт Уэллс в своих фантастических рассказах предвосхитил практически все современные космические события. Кроме того, описал урановую бомбу. Алексей Николаевич Толстой в романе «Гиперболоид инженера Гарина» художественно представил свойства будущего лазерного устройства. Гуманисты. Люди, будьте человечны. Это ваш первый долг, призывал Жан-Жак Руссо. Гуманисты наделены глубоким чувством сострадания к горестям и чаяниям других людей и стараются облегчить им их душевные и телесные муки. Их сила в вере в свое предназначение, в любви к людям и к всему миру, в активной деятельной социальной позиции. Они сделали делом своей жизни милосердие и добро. В частности, Федор Петрович Газ, врач-филантроп, прозванный святым доктором, был главным врачом тюрем. Он добился организации тюремных больниц, школ для детей-арестантов. Его жизненный девиз — «Спешите делать добро». Мать Тереза, основательница и настоятельница Ордена Милосердия. Альберт Швейцер – миссионер, врач, философ. В 1953 году Швейцер стал лауреатом Нобелевской премии мира, а на полученные средства построил рядом с Ламбарине деревушку для прокаженных, от которых все отвернулись. Его исходный принцип – преклонение перед жизнью. Глава 4. Альфред Адлер о типах личности и о социальном интересе. Ни одно проявление жизненной активности человека нельзя рассматривать изолированно, а лишь в соотношении с личностью в целом. Жизнь человека — это непрерывное движение к росту, к развитию в направлении личностно значимых целей. Жизненные цели человека определяют его судьбу. Поведение человека — это результат влияния не только наследственности и среды, но и творческой силы, которая делает человека архитектором собственной жизни. Индивид не может восприниматься вне общества, а его поведение вне социального контекста. У каждого человека есть естественное чувство общности и социальный интерес, то есть врожденное стремление вступать во взаимные социальные отношения, сотрудничество. Поведение человека, по мнению Адлера, мотивируется недостижимыми целями или фикциями. Адлер считает, что каждый человек испытывает в детстве чувство неполноценности, когда он полностью зависим от родителей. Это чувство побуждает человека бороться за превосходство над окружающими, стремиться к совершенству. Чрезмерное ощущение неполноценности приводит к формированию у человека комплекса неполноценности, то есть к преувеличенному чувству собственной слабости и несостоятельности. Поэтому комплекс неполноценности вызывает стремление к гиперкомпенсации и, как следствие, порождает комплекс превосходства. Привлечение здорового стремления преодолевать чувство неполноценности. Форма реализации стремления к превосходству определяет стиль жизни человека, то есть индивидуальный способ достижения жизненных целей. Жизненная цель носит защитный характер и служит мостом между безрадостным настоящим и многообещающим будущим. Сформировавшись в детском возрасте, жизненная цель полностью не осознается. Жизненная цель определяет черты характера человека. По определению Адлера существует 3 конструктивные жизненные цели — любовь, работа, дружба. В зависимости от степени выраженности ориентации на социальный интерес и социальную активность в жизни человека выделяют следующие типы личности. Управляющий тип присущ самоуверенным и напористым людям с незначительным социальным интересом. Они решают свои проблемы преимущественно в антисоциальной и враждебной манере. Берущий тип характеризуется паразитической установкой к внешнему миру. Ему присущ низкий социальный интерес и средняя активность. Избегающий тип характерен для людей, больше опасающихся неудачи, чем стремящихся к успеху. Ему присущ низкий социальный интерес и средняя активность. Социально полезный тип характеризуется высоким социальным интересом и активностью и является воплощением зрелости. Люди такого типа проявляют заботу о других. Они заинтересованы в общении с ними. По Адлеру сочетание таких качеств, как высокий социальный интерес и низкая активность, просто невозможно. Социальный интерес имеет врожденный характер, но по-прежнему требует развития, которое происходит благодаря окружению и прежде всего окружению внутри семьи. Здоровая любовь матери способствует развитию социального интереса. Позитивная установка отца по отношению к работе, к жене, к миру в целом способствует развитию у его детей высокого социального интереса. А вот эмоциональная отстраненность и авторитаризм не способствуют социальному интересу. По Адлеру считается, что степень социального интереса является
признаком здорового человека. А вот люди с низким социальным интересом склонны к эгоцентризму. Смятение. Риск. Глава 5. Тип личности по Майер-Бриггс. MBTI. Типология Майер-Бриггс возникла на базе типологии Юнга еще в 40-х годах 20 века и получила широкое распространение в США и Европе. На основе этой типологии была создана система психологического тестирования Myers-Briggs Types Indicator MBTI. В США до 70% выпускников средних школ проходят определение типа личности с помощью этого теста для того, чтобы совершить выбор будущей профессии. Изучение типологии Майер-Бриггс одобрено Американской психологической ассоциацией. Кровище. Увы. Помните, никакие вопросы, никакого самого даже навороченного подробного опросника не могут охватить все поведение человека. Тесты позволяют лишь очертить рамки и указать уклон, а не всеобъемлющее доминирование одних свойств над другими. Знайте, что независимо от принадлежности к какому-либо типу, каждый человек использует в повседневной жизни оба полюса предпочтений, но в разной мере. К примеру, мы можем быть общительными экстравертами с хорошими знакомыми, но чаще являться интровертами в других ситуациях и обстоятельствах. Оператор номер 12. Пройдите к старшему менеджеру. Звонил мистер Сазерленд. Перенесите встречу на среду. Myers-Briggs Type Indicator предназначен для определения одного из 16 типов личности. Он включает в себя 8 шкал, объединенных попарно. Назначение тестов – помочь человеку в определении его индивидуальных предпочтений, какие полюса шкал ему больше соответствуют. 4 шкалы дескриптора. Ориентация сознания, интроверсия, экстраверсия, ориентация в ситуации, здравый смысл, интуиция, основа принятия решений, логос или пафос, способ подготовки решений, рациональность и иррациональность. Суть системы психологического тестирования MBTI заключается в том, что благодаря изменению уникальных комбинаций личностных факторов человека можно предугадать его склонность к определенному виду деятельности, стиль его действий, характер решений и прочие особенности, позволяющие ему чувствовать себя комфортно и уверенно. Для чего и были придуманы 4 шкалы дескриптора, по которым исследуется личность. Рассмотрим с вами каждую шкалу подробнее. Шкала EI. E – экстраверт, ориентация на внешние объекты. I – интроверт, ориентация внутрь на самого себя. Интроверты не обязательно замкнутые и некоммуникабельные люди, как это часто изображают желтые здания. Они могут быть общительными и компанейскими, но энергию они черпают и лучше работают наедине с собой. Такие люди отдают предпочтение мысли, а не слову. Поэтому перед тем, как что-то сказать, они тщательно все обдумают. В отличие от экстравертов, у которых коммуникабельность граничит с болтливостью. Для них за счастье находиться и работать с другими людьми. Проблемы они решают не в одиночку за закрытыми дверями, а путем обсуждения, что позволяет им находить компромиссы. Шкала SN. S – сенсорика. Ориентация на факты и полученный опыт. N – интуиция. Ориентация на предчувствие или общую информацию. Перевод слова «sensing» как «здравый смысл» является не совсем точным. Люди, принадлежащие к S-типу, оценивая ситуацию, берут во внимание все детали, которые можно понять и ощутить благодаря сенсорам – зрению, нюху, прикосновению. Они опираются на внешние уже известные данные и последовательные в своих решениях, которые тщательно обдумывают и взвешивают. Они всегда точны. Для них не имеет значения догадки, не подтвержденные фактами. Первостепенное значение имеет только то, что происходит здесь и сейчас. N-тип более склонен полагаться на интуицию. Зачастую это люди с развитым воображением, для которых мир — это сосредоточение возможностей. Они небрежнее относятся к фактам, но способны видеть картину глобально, прогнозировать самые разные пути развития событий. Шкала TF. T – мышление, логика. Способность рационально взвесить за и против. F – чувство, этика. Решение принимается эмоционально.
Принятие решений основывается на известной дихотомии эмоции и интеллект. Т-тип — это люди, для которых логика стоит на первом месте. Они следуют голосу разума, принимают решения, лишь тщательно все обдумав. Представители данного типа хорошо анализируют информацию, а также справедливо и объективно. А вот F-тип — это тот человек, у которого вы не спишете задачу по физике, но к нему первому пойдете, чтобы поделиться своей радостью или бедой. Это эмпаты, для которых природа человеческих чувств почти всегда важнее всего остального. Это люди с развитым эмоциональным интеллектом. И именно он, а не логичность, зачастую руководит их поступками. Шкала JP. J — суждение и рациональность, планирование и упорядочивание. P — восприятие и иррациональность, стремление ориентироваться по обстоятельствам, умение адаптироваться. Те, кто относится к P-типу, не способны к всеобъемлющему контролю и планированию, но могут воспринимать много информации и сразу по нескольким каналам. Они многозадачны, хорошо справляются с работой в сжатые сроки, не паникуют, когда что-то идет не так. Таким людям перемены даются очень легко, ведь умение приспосабливаться — это их самая сильная сторона. J-тип, наоборот, однозначный, склонны к планированию, алгоритмизации. Для них важна в первую очередь стабильность. Они стараются исключить хаос и подойти к решению любой проблемы во всеоружии, предварительно все продумав. Такие люди способны хорошо ставить цели, определять приоритеты и достигать результата. Мужество, покорность, оргазм, смерть, блуд, страсть, ужас. Когда это кончится? Решимость. Глава 6. Личность человека похожа на набор платьев, которые по очереди вынимаются из шкафа. И чем менее реален человек на самом деле, тем больше платьев в этом шкафу. Вы, конечно же, скажете, что все это может быть так в принципе, но к вам лично это не относится. Что вы всегда остаетесь самим собой и не носите никаких масок. Но на все, что вы скажете, я отвечу: раз платье, два платья, три платья и так далее. Вы понимаете? Потом, возможно, вы спросите, кто в таком случае носит эти платья. И я вам скажу, что никого, кто эти платья носит, не существует. И вот тут вы все поймете. У вас есть личность, но вы не эта личность. Личность — это всего лишь маска в социуме. Есть любимые маски, есть нелюбимые. Это как роль в театре жизни. Играя роль злодея, вы не становитесь злодеем. И точно так же происходит и с ролью добряка. Жизнь вокруг вас живет сама по себе. В ней нет того, кто ее живет. В следующем видео мы с вами поговорим на тему сознания и подсознания. Поэтому ни в коем случае не пропустите ее. А на этом все на сегодня. С вами был Артем Паршуков. Вы были на канале КПД. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. До новых встреч!